Обломки беспилотника, которые врезались в хозяйственную постройку и опору ЛЭП в румынской Галаце, стали первой зафиксированной ситуацией, когда война дронами реально дотянулась до инфраструктуры Румынии. Страны НАТО, а не только до полей у границы. Ночью над Дунаем шла привычная уже для этого региона тень. Очередная волна российских беспилотников, летящих в сторону украинских портов и инфраструктуры. Но в этот раз радары Румынии фиксируют не просто фоновый шум боевых действий за рекой. Цель подходит к воздушному пространству страны, и в 2 часа ночи с румынской авиабазы в Фетеште взлетает 2 британских истребителя Еврофайтер Тайфун в составе миссии воздушной полиции НАТО. Им сразу дают право на поражение целей. Впервые речь идет не о тренировках и не перехвате условных целей, а о реальном приказе сбивать дроны, если те создадут угрозу. В это же время на юго-востоке страны, в промышленном Галаце, люди просыпаются не от сирен, а уже от последствий. Обломки упавшего беспилотника находят сразу в нескольких точках города. Фрагменты врезаются в хозяйственную постройку и в опору линии электропередачи, повреждая объект, от которого зависят дома и предприятия. По удачному стечению обстоятельств или просто чистой случайности никто не ранен. Румынские власти быстро фиксируют главную. Это первый случай, когда падение дрона на территории страны приводит к реальному ущербу, пусть пока только материальному. Чтобы понять, почему этот эпизод важен, нужно вспомнить предыдущие почти нарушения последних лет. В 23-25 годах фрагменты российских дронов уже несколько раз падали в приграничных районах Румынии, но без подтвержденного повреждения зданий. Тогда Бухарест предельно аккуратно формулировал заявление, подчеркивая, что нет прямой атаки на страну НАТО, а есть спилловер боевых действий Украины. Сегодня сценарий меняется. Есть конкретный город, конкретный объект, конкретная инфраструктура. Это уже не тревожный сигнал на радарах, а железо, лежащее во дворе. Румынская Минобороны реагирует жестко и, что важно, предельно политически. В официальном заявлении звучит формулировка о безответственных действиях Российской Федерации, о новой угрозе региональной безопасности и коллективной безопасности НАТО, а также о демонстративном неуважении к нормам международного права. По сути, Бухарест вслух проговаривает то, о чем в регионе давно говорят шепотом. Чем чаще российские дроны работают вдоль границ НАТО, тем выше вероятность, что один из этих инцидентов станет поводом для куда более жесткого ответа. Но самое интересное в этой истории не сам факт падения дрона, а то, что происходит дальше за закрытыми дверями. Публично Румыния ограничивает формулировками дипломатическим давлением, демонстрируя готовность действовать в связке с союзниками по НАТО. Однако фактическая картина выглядит так. Радары фиксируют вражеский беспилотник на рубеже, британские тайфуны поднимаются в воздух в режиме боевого дежурства, системы ПВО и пилотам заранее дают зеленый свет на уничтожение цели, если та пойдет вглубь территории. По данным румынской стороны, речь идет именно о российском беспилотнике, который сопровождал ночной удар по украинской территории. В некоторых сообщениях уточняется, что на борту мог находиться взрывной заряд, то есть даже падение обломков без подрыва уже считается удачным исходом. И здесь появляется главный нерв этой истории. Если бы заряд сработал, речь шла бы уже не о фрагментах и повреждении постройки, а о полноценном взрыве на территории страны-члена НАТО. Российская сторона по сообщениям инцидент не комментирует. Стандартная тактика молчания, когда любая формулировка может быть использована как косвенное признание либо грубой ошибки навигации, либо сознательного риска, что дрон может уйти в воздух Румынии. В это время Бухарест усиливает информационный акцент. Каждое такое происшествие обозначается как новый вызов безопасности в Черноморском регионе. А связка дрона и гражданская инфраструктура НАТО постепенно становится нормой в риторике. В результате этот кейс в Галаце превращается в маркер. С одной стороны, ничего формально критического, нет жертв, нет уничтоженного жилого дома, нет взрыва на складе топлива. С другой, это первая зафиксированная точка, где беспилотная война из Украины реально врезалась в инфраструктуру НАТО и была публично названа следствием действий России.
Теперь каждый следующий эпизод будет сравниваться именно с Галацем. Сколько еще раз дроны должны залететь на территорию Румынии, прежде чем кто-то в Альянсе предложит не просто поднимать истребители, а начать системно сбивать такие цели и еще на подлете, с риском эскалации.